та свеча, которая мне долго светит, а я пред светом навсегда в ответе. Через тебя меня Господь приветил. Ты мой весенний ветер, ты та, которая не может не присниться. Ты моя жар-птица, ты моя жена. Ты умерла, но ты не можешь прекратиться. Ведь у меня хранится твоя ресница. Вот, Ира, сколько времени прошло? Да, уже 21 год. А все равно она меня не отпускает, живет в памяти моей, в сердце моем живет. И я рад этому. Это, конечно, самый, наверное, большой подарок моей судьбе Лариса Шипитько. И она вот для меня продолжает оставаться вот действительно живой. Рядом где-то она присутствует. Растет ее сын, наш сын, который уже вырос на 4 сантиметра, уже длиннее меня. Вот ты говоришь, что она здесь, она не уходит. Это правда. Дело, мне кажется, не только в тебе, а дело еще и в ней. Вот зрители сейчас посмотрят ее беседу, ее большое интервью, которое записано было в 1978 году. И мне кажется, с экрана можно будет почувствовать какую-то невероятную энергетику, как теперь модно говорить. А на самом деле огромный жизненный ресурс, огромную волю и интерес к жизни. Лариса была одним из немногих людей в моей жизни, который никогда не считала, что обстоятельства могут ее перерасти. Обстоятельства могли быть какими угодно, тяжелыми, драматическими, но она всегда выходила на этот поединок и, по большому счету, всегда побеждала. Ну, ты знаешь, вот даже два примера, сейчас вспомним, два ее фильма. Первый, вот «Зной», и последний, «Восхождение». Первый, вот это не каждому мужику, наверное, дано преодолеть такие обстоятельства, когда в Киргизии, в полупустыне, при температуре плюс 45, больная, ее на носилках возили из барака инфекционного на съемки, и она сняла этот фильм. «Восхождение», минус 35, в снегу, замерзая. Ее приносили в гостиницу, и все равно она преодолела. Волосы примерзали. Да, все правда. Ну вот, и интервью мы сейчас еще расскажем немножко об этом интервью. Да, это очень интересно. Но вот лежит передо мной книга, и спасибо тебе. Вот эта книга, которая называется «Лариса», которую мы с тобой делали. Ты мне очень помогла ее делать тогда. Это 7 лет мы ее делали, но получилось очень хорошее. 2 тиража довольно больших исчезли, как говорится, в один день, и эта книга стала уже библиографической редкостью. А ты, может, уже и забыл, а я-то это очень хорошо помню, что когда кто-то там, завредакции, прочитал, сказал, что же они думают, мы будем издавать эту книжку, одни левые написали здесь, а тогда левые были это совершенно не то, что теперь, тогда левые были то, что теперь, наоборот, правые. И в эту книжку стали вводить паритет, чтобы был левый и чтобы был правый. Баланс. Да, некоторые, не буду называть их имена и фамилии, некоторые официальные просто люди кинематографические были вот по призыву издательства «Искусство» сюда введены. Лариса была из людей, которые все время планку заданий перед ней стоящих все время повышала. Вот она, у нее был какой-то азарт такой, причем, как бы сказать, не то, что к ней приходили какие-то такое боевое настроение, а ее жизненная стратегия, я бы так даже сказала, была такая, что как бы ни были
суровые обстоятельства, как бы они не были враждебны, что тоже бывало, все равно обстоятельства не могут быть выше человека. Ира, это натура. Это натура, но согласись, что среди интеллигенции современной, не только вот сегодняшнего дня, а вообще послевоенной, скажем, это нетипичное очень. Ну, не будем трогать интеллигенцию, Нет, оставим ее. я ее не трогаю, я просто... Это натура, раз, и во-вторых, вот любая серьезная работа, и в искусстве в том числе, и в кино особенно, может быть, это преодоление. И поэтому столько вот энергии, столько мощи в этих фильмах, как бы иногда они камерными не выглядели. Ну и вот, и поэтому мы опять возвращаемся к Западному Берлину 1978 года, к февралю, когда вот встретились две давние подруги, Лариса и Фелиция фон Ностиц. И вот сейчас вы можете посмотреть и послушать эту в высшей степени, мне кажется, интересную беседу. А появилась она так. В 1977 году фильм «Восхождение» по повести Василия Быкова был показан на Берлинском фестивале и получил там главную премию этого фестиваля – Гран-при. Успех был колоссальный. Успех фильма, успех Ларисы как режиссера, как женщины, как личности. И ее за год до следующего фестиваля пригласили работать в жюри. И вот во время фестиваля 1978 года вот как раз и было записано, состоялась встреча Ларисы с весьма интересной фигурой немецкой критики, немецкой публицистики кинематографической Фелицией фон Ностиц. Она не просто интервьюер, она действительно собеседница здесь. И баварское телевидение эту беседу записало. А как она сюда попала, это уж настоящий детектив. И одним из участников этого детектива был Элем Климов. Ну, что касается Фелиции фон Ностиц, то это нашей семье очень близкий человек. И Лариса с ней очень дружила, и я дружил. И Фелиция, когда родила своего первого ребенка, девочку, прелестную, кстати, сейчас уже молодая женщина, она в честь Ларисы назвала ее также Ларисы. Поэтому у нас в Германии есть вот такое очаровательное существо, названное в честь Ларисы Шипитько. И Фелиция фон Ностиц, ее правильное имя, полное имя Фелицитас фон Ностиц. Фелицитас, как я понимаю, это на латинском языке, это счастье, счастливое счастье. И вот эта Фелиция, она взяла вот это интервью у Ларисы, но я его тогда не видел, его показали только в Баварии, это интервью. И когда вот началась перестройка, я решил достать это интервью. И с этим связана еще одна история. История гибели и возрождения фильма «Родина электричества», который сделала Лариса. Дело в том, что этот фильм... Который в 1968 году был положен на глухую пленку. Если бы на полку, его тогда сожгли, где тоже я должен был одну из новелл. 4 новеллы предполагалось. 4 маленьких экранизации, и меня быстренько выкинули из этого дела, потому что я уже был идейно-порочный к тому времени. Да. Мы знали, что, в общем, с этим фильмом произойдет что-то страшное, и замечательный человек, оператор Павел Лебешев, талантливый оператор, известный оператор, и очень решительный мужчина. Он договорился с лабораторией Мосфильма, и ночью напечатали одну позитивную копию этого фильма среднеметражного и второго фильма из этого альманаха, для которого они были сняты, который снимал Андрей Смирнов. «Ангел». «Ангел» по Олеше, а это по Андрею Платонову, «Родина электричества». И ночью он напечатал 2 копии. Эти 2 копии спрятали в монтажном цеху среди других коробок жестяных. И почти 20 лет они там спрятанные лежали. И только когда началась перестройка, мы эти фильмы достали.
А поскольку уже ни негатива, ничего, ни фонограммы, все было уничтожено. Я помню, я тогда работала В лаборатории конфликт. нашелся талантливый человек, который сумел с позитива сделать новый негатив. И так вот были возрождены эти два фильма, и «Родина и электричество», и удалось договориться с баварским телевидением, обменяли этот фильм на вот это интервью, которое сейчас мы будем смотреть. Ну вот, и дело в том, что Фелиция, ты знаешь, она говорит по-русски. Да. Более того, я бы сказал, существует семейная легенда о том, что Фелиция, ну, она немка, конечно, но она праправнучка нашего великого полководца Александра Васильевича Суворова. Как даже, да? Ну, вот сейчас мы ее увидим на экране, если приглядеться, вы посмотрите, как она похожа даже на него. Я уж не знаю, что это за таинственная история тогда произошла, вот, 200 лет назад. Ну, наши страны всегда были близки, да, и Да. Германия, и Россия. Вот, но это так, про между прочим. А дело в том, что, конечно, она говорит по-русски, но не все четко И выговаривает. поэтому я перевожу Фелицию фон Ностиц с русского на русский. Там будет записан мой голос. Ну вот и так, 1978 год, февраль, графиня, германская графиня Фелиция фон Ностиц в Берлине беседует с украинской богиней, моей богиней Ларисой Шипитько. Ваша картина «Восхождение» приняла первый приз в прошлом Берлинале. Часть публики и критики считали картину чисто партизанскую. Некоторые картину. считали «Восхождение» По-моему, чисто партизанским больше. фильмом. Это По-моему, это такая больше, чем фильм о войне. Это картина. внеисторическая картина. Но это было бы слишком резко сказано вне исторической. Каждая картина это есть выражение своего времени. И если сейчас возникла потребность моя, например, снимать фильм, посвященный этой теме, то это вызывается, конечно, не в первую очередь не тем, что возникло желание просто рассказать о нашем прошлом, хотя само по себе это тоже достойно. Каждое время выдвигает свои проблемы. И проблема героического на сегодняшний день, может быть, стоит не менее остро, чем она стояла во время войны. И просто для того, чтобы выкристаллизовать для себя определяющее значение духовного начала в советском человеке, для этого мы обратились к опыту прошлого. Потому что, если говорить о причине победы русского человека во Второй мировой войне, то она в первую очередь заложена в преимуществе нравственном, в духовном преимуществе. И повесть Василия Быкова поразительно выкристаллизовала определяющее значение этой духовности. И этот нравственный опыт является не только достоянием нашего прошлого, он необходим нам сейчас, в нашей сегодняшней жизни. Потому что герои во время войны – это явление частое, но определить для себя понимание героического в мирное время очень важно, потому что для нас совершенно не безразлично иной раз, что такое совершить поступок в мирное время. Компромисс маленький, так сказать, который приводит к маленькому конформизму, совершенно незаметно в мирное время может перерасти в конформизм большой, в измену идеалам, в измену своей структуры. Вот почему одной из главных проблем сегодняшнего нашего искусства в первую очередь является проблема нравственного самосовершенствования человека.
Вот почему вопросы духовности советского человека являются главными на сегодняшний день. Потому что от того, насколько духовно наше общество, будет зависеть его здоровье. Если общество духовно, оно имеет не только прошлое, но именно имеет настоящее. И главное, оно будет иметь будущее. Если оно бездуховно, оно бесперспективно. Может быть, вы боитесь, что ваш народ тоже Не боитесь станет ли вы, народом что ваш народ тоже консументов, станет народом потребителей, как американцы? Ну, вы знаете, так сказать, всякое общество, которое достигает определенного высокого материального уровня, перед таким обществом всегда стоит угроза, так сказать, этого потребления. Вот почему, повторяю, на сегодняшний день мы можем решить проблемы, так сказать, научно-технической революции. Мы можем создать совершенную технику, мы можем совершить чудеса в открытии науки. Но кто будет владеть этой техникой? В чьих руках она окажется? От этого зависит моральное здоровье общества. Вот почему нам не безразлично, в чьих руках будут эти завоевания науки и техники. И в конечном счете, так сказать, не материальная обеспеченность, не технический прогресс определит высокий уровень общества. Не только это. А самое главное, высокое нравственное, гармоническое развитие человека. Да. И, может быть, мне кажется, что вы тоже ищете источники. Мне кажется, что вы тоже ищете источники этой духовности в вашей великой классической литературе. Потому что мне показалось, что Сотников родственник идиота Достоевского. И вся эта идея, мысль, что страдание возвышает, очищает человека, это ведь мысль Достоевского. Это естественно. Естественно, ничто ни из чего не рождается. Достоевский просто в свое время, 100 лет назад, в литературе поразительным образом открыл миру новое, незнакомое понятие «таинственная славянская душа». Это было нечто, так сказать, может быть, умозрительное, но просто в своем... Это открытие было в чисто литературном смысле высоко тем, что оно опиралось на действительное духовное наследство, которое из поколения в поколение передавалось русскому народу, и именно оно сформировало лицо нации. Духовность, высокая духовность, вне зависимости от образовательного ценза, она образовала, в конце концов, сформировала именно то лицо нации, какое было выражено в лучшей литературе XIX века, в том числе и Достоевского. И, естественно, как самое лучшее, как то, что и является практически единственной гарантией бессмертия нации, это ее духовность. И это, естественно, осталось с нами, и я надеюсь, что оно будет жить с нами. И это наследство, то, которым мы дорожим, и которое нам гарантирует наше здоровье. Вот почему мы всячески обращаемся к этой теме, потому что это наши корни. И Сотников, картина, как это было принято? Как было принято «Восхождение» в вашей стране? Что за публика смотрела фильм? Может быть, это только интеллигенты? Нет, вы знаете, случилась неожиданная реакция на картину, потому что мы поначалу, в общем, тоже думали, что, может быть, этот фильм будет понят только очень определенными кругами. А когда показали впервые картину, и в зале сидели люди разных уровней сознания и общественного положения, и образования, и сословий общественных, то возникали дискуссии по нравственной высоте, настолько острые, настолько высокие между этими людьми, что в конце концов я лишний раз получила подтверждение, что нравственность не есть привилегия, так сказать, определенного круга. И в нашем фильме мы это стараемся доказать, потому что нравственное начало, духовное начало живет также и в старости,
в крестьянине полуграмотном. Оно является достоянием и простых людей, и оно является достоянием интеллигенции, и выразителем которой является Сотников, который, естественно, является, так сказать, ростком от старой какой-то культуры, которая в новых общественных условиях трансформировалась, приобрела какие-то другие нравственные опоры и создала новое понятие, так сказать, советской морали. Это новое, качественно новое понятие, но оно основано на том, что нам передали с кровью, с сердцем, с той энергией, которую оставили нам предыдущие поколения. Вся история создания даже вот одной последней картины – это целый удивительный роман, драматический. Но как в каждой картине должна быть своя группа, и я работаю с людьми, которые работают со мной много лет. Но тот фильм, который мы снимали последний раз, был таков, что его просто снять, как обычный, рядовой, следующий фильм, было просто нельзя. Природные условия были ужасные. Минус 40 градусов, ветры, чудовищные метели. Актеры отказывались одевать что-то потеплее, потому что они хотели пережить те же условия, которые были 30 лет тому назад, в 1941 году. И поэтому они на этой лютой стуже, они практически без одежды работали. И зараженные примером актеров, исполняющих главные роли, произошла однажды удивительная история, которую я только потом долго не могла от нее отойти. Мы снимали эпизод один, проходила автоколонна. И в начале фильма, вы, наверное, помните, там в снегу лежит, в сугробах спряталось население. Партизанский отряд, который спас мирных жителей, дети, старики. И вот они терпеливо дожидались, когда эта колонна пройдет мимо них. Но, как это бывает часто в съемках, моторы не работали, заглохли. Они сидели в сугробах очень далеко от камеры, поэтому отпустить их погреться не было возможности. И когда все-таки не работали, останавливалась несколько раз камера, машины глохли. Мы предлагали им покинуть место и погреться. Они понимали, что на это уйдет очень много времени, и они отказывались, сидели там до конца. И практически совершили чудо героизма то, что они снялись в этот день. Следующий эпизод был через несколько дней. Мы снимали в лесу, и мне понадобилось снять детали рук детей, стариков, тех, кто ел зерно в эпизоде стоянки в поле. И я просила показать руки. Мы подбирали руки тех по выразительности. И к моему ужасу я увидела, что почти все руки, которые показывали взрослые люди, а самое главное, дети и женщины, у них все пальчики были в черных точечках. Я не поняла, что это такое. Я говорю, а почему у вас черные пальцы? И мне мальчик один, лет 12, сказал, ну это, говорит, мы отморозили, когда снимались 2 недели назад в том эпизоде. Я говорю, а почему же вы не сказали, что вам холодно? Он говорит, ну ведь актеры же работали тоже без перчаток. Ну как же мы могли одевать перчатки? Мы специально снимали, чтобы пережить то же самое, что пережил мой папа во время войны. Вы знаете, это не просто говорит о каком-то самоотверженности. Люди относились, это же не актеры, это просто люди из города, которые пришли, почти бесплатно снимались в фильме. Они отнеслись к этой идее не как к работе, не как к способу заработать какие-то рубли. Это был их святой долг. Они относились к этому как к гражданскому поступку. И только атмосфера общего нравственного долга, который мы должны выполнить, помогла людям практически совершить невозможное. Потому что в тех условиях, так как мы снимали, я не знаю, как бы мы выбрались. А мы успели снять на месяц раньше срока. Люди отдавали сердце. И если оно отдавалось, то оно не могло не найти своего отражения в картине. Лариса, и сейчас опять к вашим картинам. Еще что странно,
или нет, что Интересно, ваши- я обратила ваши внимание, картины, что кажется, ваши вы будете картины сняты сняты и в пустыне, и в небе, как фильм «Крылья», и в условиях суровой зимы. Почему вы так любите эти экстремальные условия? Ну, это очень просто. В быте каждого повседневного дня очень трудно выявить внутреннее состояние человека, его суть. И для того, чтобы обратиться к его сути, к его глубине, самое главное, для того, чтобы выявить человека, освободить его, так сказать, от очень удобного его покрытия, которым мы все окружены в нашей повседневной жизни, для этого нужны экстремальные ситуации. А что это такое? Это какие-то очень острые, критические моменты в жизни человека, когда он перед лицом собственной воли, совести должен ответить и обнаружить какие-то для себя главные истины. И, естественно, в связи с этим возникают такие и условия. В связи с этим тоже о ваших крыльях. Мне казалось, что чудная фигура Надежды Петровны. Вопрос о фильме «Крылья». Мне казалось, что Надежда Петрухина взята из жизни. Она была? Реально? Да. Нет. Это вымышленный персонаж. Да. А вы написали сценарий? Это не по повести, это оригинальный сценарий, который мы сами сделали. И это не персонаж, который был результатом собственных размышлений, наблюдений над жизнью, свидетелями которой явились мы, потому что это наши родители. Это поколение наших родителей. Вот почему и сценаристка Рязанцева и Ежов, которые писали сценарий, все свои воспоминания, все свои чувства отцов и матерей передали в это. Скажите, Лариса, я поняла конец. Я поняла конец фильма так. Конечную сцену с самолетом. Ну, как сказать... Петрухина как садится в самолет и взлетает. Это что, символическое самоубийство? А вы сегодня... Если бы вы сегодня снимали «Крылья», вы бы его завершили так же? Ну, хотя фильм снимался 10 лет назад, если бы его все-таки снимала, я наверняка бы снимала точно так же. Потому что весь вопрос не в том, так сказать, чем закончится этот последний полет. Весь вопрос в том, что человек даже в таком сложном уже возрасте, после 40, когда очень трудно менять жизнь, когда очень трудно пересмотреть свою жизнь, прийти к каким-то, может быть, даже, так сказать, катастрофическим выводам для себя. Но Петрухина сильный человек, она талантливый человек. И она имела мужество совершить поступок, она вернулась сама к себе. И это самое главное. Это есть результат. Да. Ну, она не вернулась. Она вернулась в небо, к себе, к своему таланту, к тому, ради чего она, так сказать, была рождена, потому что это ее призвание от природы. Да. Ну, она не могла больше жить на земле. Потому что она не могла жить не по призванию, не по таланту. И как всякая сильная личность, она это ощущает, противоестественность этого существования. И довольно поздно драматизм фильма заключается в том, что обнаруживает этот человек в критическое для себя время. И в этом ее счастье, может быть, даже поздно. Но она это обнаружила, в этом счастье, потому что есть миллионы людей, которые обнаруживают для себя очень важные драматические истины, что они прожили не свою жизнь слишком поздно. А миллионы людей даже не обнаруживают этого. И так и умирают, прожив не свою жизнь, в неведении, ради чего они родились и зачем они прожили эту жизнь. Ну, это все-таки вольная смерть. Это акт доброй воли. Акт доброй воли. Акт собственной воли. Она решала свою судьбу сама. Сама умирает? Нет. Я не знаю. А вдруг она вернется? У нее уже хватило
дара, таланта завести машину, которую она не знает. Я надеюсь, что у нее хватит такого же таланта ее посадить. Ну, а у нее такая страшные глаза. У нее такие страшные глаза перед вылетом. А теперь представьте себя на ее месте. Я не думаю, чтобы они у вас были другими. Нет, нет, именно. Еще к началу вашей пути очень простой вопрос. В начале Что вас вашего тянуло пути, от именно чего вас в потянуло режиссуру именно в кино? режиссуру кино? Что может только кино Что дать может только кино дать людям? Почему вы не Почему вы не избрали другой вид искусства, а именно кино? а именно кино? Вы знаете, вопрос этот очень и простой, и сложный одновременно. Простой, потому что в то время, когда мне было 16 лет и решался вопрос выбора профессии, к этому моменту я умела все понемножку. Я немножко писала, немножко рисовала, немножко пела, немножко сочиняла. И все эти маленькие способности, по подсказке одного человека, могли бы пригодиться в одной профессии. И эта профессия была кинорежиссура. Конечно, в тот момент это было абсолютно утопично предположить, что я всерьез, что ли, задержусь в этом искусстве. Потому что для меня это было удивительным общеобразовательным делом. Это и Довженко, который нас учил и взял нас на курс, и в том числе впервые было набрано на курс так много женщин, на вопрос одного скульптора, который увидел так много девушек на курсе, сказал: Александр Петрович, неужели вы думаете, что из них всех могут получиться режиссеры? И на это он серьезно в нашем присутствии сказал: конечно, я не думаю, что они станут режиссерами, но я надеюсь сделать из них интеллигентных людей. И это уже немало. И что, по-вашему, имеет... А какие, по-вашему, кино имеет преимущество, скажем, перед литературой? Ну, как литература имеет свои преимущества перед кинематографом, а мы имеем свои преимущества, и они заключаются в массовости, в коммуникабельности с миллионами людей. Вот я сейчас сижу с вами, разговариваю, сейчас нас фиксируют на пленке. И миллионы людей, мое знание, мои мысли увидят. Это станет их достоянием, они могут согласиться или не согласиться. Но мы входим в контакт с миллионами людьми мгновенно. А литература – это избирательное искусство. Я могу прочитать, могу не знать о существовании этой книги и могу отложить ее. А кинематограф обладает, помимо всего прочего, еще магией. Это все-таки чудо, согласитесь. И это чудо, как ни странно, и удерживает многих профессионалов в этом кинематографе, как в искусстве. Даже тогда, когда ты понимаешь, что ты вроде бы занимаешься не своим делом, что ты терпишь поражение за поражением. Тебе кажется, что это все не так, и надо бы уйти. Я несколько раз для себя решала этот вопрос таким образом. И в последнюю секунду какая-то магическая сила меня удерживала от этого поступка. И это называется, так сказать, магия кино. Потому что это прекрасная болезнь. Она чудесная. И даже в наших картинах, которые мы снимаем, я лично сталкиваюсь с этим чудом. Потому что не все в ней можно поверить логикой. Можно все написать, можно все срепетировать, можно определить метражи, можно обусловить, все логически вычислить. Но потом, когда начинается действие, когда потом подключается монтаж, звук, и приобретает объем это изображение, оно приобретает не просто сумму, оно приобретает отдельное, другое качество, непредсказуемое порой. И особенность этого искусства заключается в том, что тут делается ставка на интуицию. Интуиция, чувственное воображение, которое делает режиссера кино отдельным даже от режиссера театра. Потому что благодаря этому кинематографическому образному мышлению режиссер может творить это так называемое чудо, на него делать ставку и получать его или не получать. Лариса, и что специфически А чему Довженко особенному вас учил Довженко? что вы... Ну, вы знаете, Это же- я вам уже говорила, на это очень трудно ответить. Отношение к В первую природе? очередь,
В первую очередь, конечно, у него были нравственные высокие критерии к тому, к людям, работающим и посвящающим себя кинематографу. Это самое главное и первое условие. Второе, обязательное наличие образного мышления. Если он считал просто образованным человеком, умным, он считал, что ум, только чистый логический ум, не есть основание для того, чтобы работать в этом виде искусства. Образное мышление, умение видеть природу и преобразовывать ее как живое существо, потому что человек есть продолжение этой природы. Он часть его. Он находится во взаимоотношениях с ним, или в гармонии, или в отторжении. И все его фильмы лучшие, они на этом построены. И в этом смысле он особо стоит в нашем кинематографе, потому что в нем это было развито как ни у кого. И это было главным требованием, главным условием видеть мир во всем его многообразии, во всем его силе и мощи образного значения. Ну, он еще считает, что можно... И он считал, что можно привести в гармонию природу и технику. Он верил в это свято. Да. Он верил в это, если бы... И сегодня, И сегодня вы еще верите в эту возможность? Если бы мы в конечном счете в это не верили, мы должны были бы спокойно сейчас все сесть, ложиться и умирать. Надо бороться за это. Этот разрыв катастрофически происходит быстро. Он все расширяется, и поэтому нужны чудовищные усилия всех для того, чтобы это соединить. Лариса, может быть, кроме Довженко, были у вас еще... А кто, кроме Довженко, из советских или зарубежных мастеров кино, оказал на вас особое влияние? Ну, это очень трудно сказать, кто из них влиял, потому что сознательно, конечно, я ничей опыт не пыталась брать на вооружение. Есть просто режиссеры, которые своим существованием в искусстве, своей образной системой мне близки. Я их принимаю очень близко к сердцу, и наверняка, естественно, так или иначе, это каким-то образом влияет на, или влияло на формирование какого-то собственного мироощущения в кино. Ну, из зарубежных режиссеров, в первую очередь, это, конечно, Бергман, Брессон, Бенуэль, ранний Куросава. А из наших мастеров, я вам говорил, я учился у Довженко, и ближе всего мне, может быть, по нутру своему, по своему образному видению из современных режиссеров, это Тарковский, Климов. Их мир мне понятен, близок, я живу в их системе координат, и это и есть круг моих пристрастий. А так вы не чувствуете так аутсайдером? То есть вы не чувствуете себя аутсайдером в вашем кино, Вы принадлежите так как вы принадлежите группе молодых режиссеров, которые хотят того же, что и вы. Безусловно, в этом смысле мы счастливые люди, потому что я принадлежу, как вам известно, к генерации тех режиссеров, которые появились в кино в 60-х годах. И в этом смысле мы почти одновременно появились в кино, мы живем рядом, работаем на одной студии. Слава Богу, у нас у всех пока сохраняется собственное лицо в кинематографе. Мы уважаем друг друга, никогда не подделываемся друг под друга. И откуда вы возьмете... Откуда вы берете ваших чудесных актеров? Я знаю много гениальных актеров, перед которыми я преклоняюсь, уважаю, но никогда бы не стала с ними работать, потому что это не мои актеры. Актеры, которые, так сказать, которые принадлежат к моему чувственному мироощущению. Я мгновенно нахожу с ними контакт, легко осуществляю контроль, и отсюда свободное выражение образа. И вам равно, Для вас не составляет разницы, опытные это актеры или неизвестные? Никогда не играли. Ну, с опытными гораздо легче работать, а с неизвестными интереснее.
И какие атрибуты... Какими качествами должен обладать актер, чтобы вы могли сказать, что это именно ваш актер? Я вам сказала уже, да. И желаемая... Желательно ли физическая красота? Вы знаете, это такая относительная вещь, красота. Она должна быть в первую очередь заложена в глазах, которая является, как известно, зеркалом души. Если она есть, то для меня этого достаточно. Я никогда не гналась за, так сказать, за стандартными нормативными лицами, красивыми лицами. Это не было задачи никогда. Гармония в лице должна быть. Внутренняя, с самим собой. А если выбирается актер с определенной задачей, прямо противоположной, тогда обязательное наличие этой дисгармонии. И как вы работаете режиссером, режиссерской стиль? Ваш режиссерский стиль состоит в том, что вы ведете актера железной рукой или Нет, даете... я вам сказала, это в каждом, естественно, конкретном случае это индивидуально, а в принципе, если ты сумел найти своего актера, мне очень быстро и легко удается выйти на прямую связь с ним. У меня никогда не прерывается контакт с актером во время даже его работы на площадке, даже когда он снимается. Мы находимся все время, так сказать, в взаимном излучении энергии друг к другу. И отсюда очень легко импровизировать по ходу съемки, потому что те импульсы, которые я посылаю актеру, они быстро усваиваются по ходу съемок, и отсюда происходит даже очень часто, и самый наибольший эффект происходит тогда, когда происходит эта незапланированная импровизация. Бывает импровизация запланированная, а есть по ходу съемки совершенно незаметные вещи, чисто ритмические, которые могут менять рисунок, и актер, который имеет эту связь со мной, он очень легко поддается, потому что он без кожи работает. Он открыт мне, он доверяет мне, и отсюда очень легко и подвижно происходит поиск рисунка. Но в главном вы уже... Ну, в главных чертах вы уже видите фильм? Вы видите... На начальных этапах Всегда. работы. Конечно. Я бы никогда не взялась за картину, если бы я ее не столько видела, сколько ощущала. Это должно быть чувственное, точное ощущение, эмоциональное в первую очередь, ритмическое. Если я точно знаю, на каком градусе, до какого уровня должен вырасти образ. Если я это ощущаю, значит, есть тот камертон, прислушиваясь к которому я могу внутри этого импровизировать, искать, отказываться, варьировать. Но я знаю, этот камертон для меня самое железное правило. Без этой структуры невозможно делать картину, иначе тебя унесет, и ты должен всегда, каждую секунду, каждый сантиметр видеть место этого сантиметра в этой общей структуре. Это главное, конечно, слово. А вы, может быть, вы рисуете? А вы делаете зарисовки кадров перед съемкой? У вас есть? Все здесь. Все здесь. Я работаю с людьми, которые моими единомышленниками, люди, которые меня понимают. И контакт у меня самый тесный. И с первого же дня, когда у меня закончен сценарий, я работаю уже с композитором, с оператором, с художником. Эти люди, которые со мной работают всю картину, по всем эпизодам, все заранее оговаривается. И учитывая уже звучание музыки, практически что такое картина? Это музыкальное произведение. Для меня оно в первую очередь это. И рассчитывая на это, снимается все. Но, естественно, вопрос монтажа даже не стоит. Конечно, я принимаю участие в монтаже непосредственно. Для меня даже не может... Самое страшное, что может быть для меня, это лишить этого чуда возникновения того, что ты замысливал из миллионов кусочков. Это же самое главное. Это самый сладостный момент. Я не понимаю режиссеров, которые
могут вот так отдать свое детище кому-то, самому даже талантливому человеку, но другому, с чужим сердцем, с чужим ритмом пульса. Это же невозможно. Это самое трудное. И я считаю, что самые большие современный кинематограф, тот, который сейчас больше всего ценим, тот, который выходит сейчас на новый уровень открытия, на новый уровень открытия новых поисков, новой стилистики в кинематографе, он невозможен без самого тщательного участия режиссеров в заключительном этапе. Это просто коммерческое кино иначе. То есть монтаж для вас очень важный творческая. А как же? Это невозможно. Да. И сколько времени вы обычно? К сожалению, это короткое время. Мне всегда не хватает времени. Я почти не сплю те последние 2-3 месяца, когда это происходит. Лариса, и чисто экономический вопрос. Ваш фильм, он Должен ли ваш фильм окупиться? зарабатывать То есть собрать те средства, которые были в него вложены? которые стоили? Ну, вообще-то, конечно, желательно, чтобы фильм себя окупал. Но я не помню случая, чтобы, если бы это не случилось, чтобы какая-то была дискриминация. Просто у нас положение все-таки другое. У нас государственный кинематограф. И в рамках государства обанкротиться кинорежиссеру просто невозможно. Государство может идти на риск в этом смысле. Оно рискует тем, что картина эта может быть экспериментом, она может не собрать того количества миллионов зрителей, чтобы его купили. Но зато другой фильм это делает за этот фильм. Таким образом, рядом, так сказать, сосуществует коммерческое так называемое кино, развлечение, кино как развлечение, и рядом развивается, может быть, не всегда понимается с первого взгляда, с первой публики, и не собирает той самой кассы, о которой вы говорите, настоящий кинематограф. Но зато через какое-то время он подготавливает новый стереотип восприятия у зрителя и прокладывает дорогу следующим поискам в этом направлении. Все ваши и еще ваши 3 другие фильмы, они являются, так сказать, Все ваши фильмы проблемными фильмами. являются проблемными фильмами, Хотя они все очень разные по стилю. А вы видите, Вероятно, для вас существует альтернатива искусства или развлечения. Кино как искусство или развлечение. Ну, вы знаете, кино, слава богу, оказалось искусством настолько всеобъемлющим, оно является и развлечением, оно является и основой для высочайшего нравственного самосовершенствования, становится высоким искусством, таким же, как поэзия, литература, музыка. И счастье, что я живу в то время, когда мы можем стремимся встать на равных со старыми искусствами. И каждый человек, который работает в кинематографе, в силу его способностей, его привязанности, может заниматься либо одним делом, а именно развлечением, либо рассматривать этот вид искусства как высокое искусство. Я считаю, что для меня это не просто работа, для меня это выражение меня, это моя жизнь, это все мое существо устремлено к этому самовыражению. И поэтому, если я считаю, что я живу не для работы, не для денег, а живу в кинематографе как человек, который живет ни для чего больше. Ой, извини, я так долго объясняю. В прошлом году вы были на западном мире. В прошлом году вы много ездили по западным странам с фильмом «Восхождение». Как принимали зрители ваш фильм? Вы знаете, если кинематограф обращается не только к уму зрителя, но в первую очередь к его чувственному миру, то практически любая картина, если она обращена к чувственному восприятию, она достигает сердца зрителя на любом полушарии.
И я обнаружила, что фильм, там, посмотренный, который смотрелся людьми совершенно, предположим, южного темперамента в Италии, и северного в Англии, или, так сказать, похожего на нас, как в Америке, которые, кстати, меньше всего знают наш кинематограф. И для них сам факт существования такого фильма и рассказывающего определенные истории в жизни нашего общества, уже сам факт – новость. Но я обнаружила, что общее есть. Если ты, так сказать, пробил дорогу к сердцу зрителя, ты настигнешь и темпераментное сердце, и холодное, скрытое. Понимаете, в этом смысле язык кинематографа универсален. В этом наше счастье. Сейчас работаю. Лариса, вы, наверное, сейчас работаете над каким-то новым фильмом, да? Я, конечно, сейчас работаю над новым фильмом. Я вся обращена сейчас в будущее. Но из-за суеверия режиссерского говорить о нем просто не хочу. Уже был написан сценарий по повести Валентина Распутина «Прощание с матерой». Была сформирована съемочная группа, были подобраны актеры. И в конце мая 1979 года начались съемки. А в июле произошла трагедия. Спустя 7 дней после похорон на съемочную площадку вышел кинорежиссер Элем Климов, друг, муж, спутник Ларисы Шипитько. Он завершил ее работу. Фильм вышел на экраны под названием «Прощание».